Всем привет, меня зовут Глеб и добро пожаловать на новое видео, в котором я вам расскажу об ООП. Но мы начинаем, поехали! Что же такое ООП? Это объектно-ориентированное программирование, у которого есть три основных принципа. Это наследование, полиморфизм и инкапсуляция. Пойдем по порядку. Объяснять я буду на примере Python, также в будущем будет курс по языку C#, там можно будет объяснить более наглядно. Разберем первый пример. Наследование. У нас есть класс фрукты и есть класс арбуз. И, соответственно, класс арбуз наследует из класса фрукты, в данном случае нашу функцию. То есть здесь она у нас выдает self-value плюс 1, а здесь просто pass. Это очень простой принцип. Арбуз наследует класс fruits, соответственно, наследует все переменные и прочее. Следующий принцип — это полиморфизм. Полиморфизм — это когда мы можем по-разному вызывать одни и те же методы у разных классов. То есть внутри они могут работать абсолютно по-разному, но внешне будут выглядеть одинаково. Полиморфизм мы разберем на вот таком вот простеньком примере. У нас есть функция len, которая нам возвращает количество символов, то есть длину строки. Но при этом она также может работать со списками и со словарями. То есть если мы запустим этот файл, то он нам выведет 26, нашу длину строки, затем 3, то есть количество элементов в списке, и 2, количество категорий в словаре. То есть эта функция может работать абсолютно по-разному, так как в языке программирования Python об этом позаботились. И последний принцип мы разберем на вот таком примере, где у нас каждая функция выполняет свою какую-то конкретную задачу и не лезет в другие функции. У нас есть цена, и у нас есть функция получить цену, у нас есть функция отнять цену, у нас есть функция прибавить цену. Соответственно, эта функция нам возвращает цену, это уменьшает ее на 1, а это прибавляет на 1. Как вы видите, в ООП нет ничего сложного, но на сегодня все. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.